Привет, мои дорогие! Начнем новости вот с такого формата. И я хочу рассказать не о новостях, а об одной важной новости, дорогие мои. Но в самом начале мы, конечно же, попьем кофе. Наливайте себе вкусняшный кофе с молочком. Я беру и иду. Расскажу вам одну интересную и очень радостную новость, дорогие мои. Сегодня я просыпаюсь с утра, мои дорогие, и вижу истерику нашего всеми любимого Юлиана Рёбки. И когда ее читаю, я начинаю понимать одни вещи. История не зря проходила, дорогие мои. Читаем его, а дальше все разбираем. Военный обозреватель Бильда Юлиан Рёбки говорит о том, что Украина движется к стратегическому поражению. Он, можно сказать, лукавит, к полному поражению. Ситуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского генштаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее. Ни украинская армия, ни ее западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих прошлых ошибок. Я чуть больше расширю, чуть-чуть масштабнее эти ошибки. Западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские беспилотники большой дальности. Это он имеет в виду то, что Зеленский выпросил у Трампа бить по НПЗ, и российская экономика ляжет. Украинское правительство, похоже, воспринимает войну на уничтожение против своей страны лишь отчасти всерьез, где на самом деле дислоцируется якобы 17 тысяч человек, мобилизуемых каждый месяц. Остается загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте дезертирство и временное отсутствие на службе, зачастую приводящее к тому, что целые бригады существуют лишь на бумаге, в основном остаются безнаказанными. Это приводит не только к неверной оценке численности и боеспособности войск, но и к образованию значительных брешей на фронте, как следствие к повторным прорывам русских, написал он. В ноябре, вероятно, будет установлен новый годовой рекорд территориальных потерь. Это делает возможным ежемесячные потери размером с территорию немецкой земли Берлин. Таким образом, российское наступление в районах, прилегающих к крупным городам Днепр и Запорожье, вопрос нескольких месяцев, максимум 1-2 лет. Факт остается фактом. Если правительство в Киеве или его западные партнеры немедленно не изменят стратегическую позицию, Россия выиграет эту войну постепенно. Теперь, знаете, можно обратиться к истории. Что говорит история? Хлебайте кофеечек, дорогие мои, потому что история говорит очень много интересных вещей, которые очень похожи на этот украинский кейс. Поехали. Южный Вьетнам, 1960-1975. 15 лет войны. Я бы не хотел, чтобы это было. Я хочу просто вам прочитать, какой будет итог этого всего. Я думаю, мы просто в ускоренном режиме это делаем сейчас. Сходство по пунктам. Армия на бумаге, дорогие мои. Правительство Южного Вьетнама официально докладывало США, что армия АРВН насчитывает около 700-900 тысяч человек. Фактически боеспособных было не более 200-250 тысяч, а многие солдаты существовали только в платежных ведомствах. Массовое дезертирство. В некоторых частях до 50-70% личного состава исчезало еще до выхода на позиции, дорогие мои. Есть сходство? США платили за полные бригады, чтобы вы понимали. Америка содержала армии, батальоны, дивизии, которых часто физически не существовало. Офицеры показывали полные списки, чтобы получать финансирование и американскую помощь. Потемкинская отчетность. Коррупция достигла такого уровня, что армии закупали горючее, боеприпасы, продовольствие, а на фронт доходила лишь 10-я часть. Остальное продавали на черном рынке. Это вьетнамцы, имеется в виду. Быстрый военный крах из-за пустых участков.
В марте 1975 года северяне прорвали оборону, и Южный Вьетнам рухнул за 55 дней. Мы уже подошли к этому практически. Запорожское направление и так далее. Причина – те самые пустые участки обороны, которые были на бумаге прикрыты полными бригадами. Это один в один сценарий с Покровском и Гуляйполем, дорогие мои. Теперь поехали. У Америки это не один кейс, их несколько. За 60 лет Вьетнам, Ирак, Афган, ну и, конечно же, Украина. Южный Вьетнам пал за 50 дней после того, как рухнул фронт. Афганистан пал за 11 дней после того, как рухнул фронт. Ирак пал от ИГИЛ за 14 дней. То есть мы сейчас подошли к точке невозврата. Зеленский катается по всей Европе. Вся остальная банда тоже разбежалась, дорогие мои. Американцы никогда не признают ошибку, потому что это уничтожает карьеры целых агентств, дорогие мои. Если США признают, что ВСУ пустые, мобилизация эффективная, фронт держится на спецназе, собранном по чайной ложке, а это факт. Бригады существуют только в ведомствах, 30-40% техники исчезает, оборона рухнет в любой момент. Тогда удар придется по Госдепу, Пентагону, ЦРУ, ну, конечно же, Европе и всему правительству Байдена, то есть и демократов. Это не Трампа война, он также подтверждает. Трамп уходит от этой ответственности, если вы не заметили. Он что-то пытается, да, и, знаете, ему любая победа важна. И он думает, что если он даст шанс Украине на победу вместе с Европой, то он запишет себе это как победу. А если не получится, то он выигрывает мир, что он сделал мир. Так как Байдена война, да, дорогие мои, и, конечно же, НАТО. Поэтому они обязаны верить Зеленскому, потому что правда рушит их собственную позицию. То же самое было во Вьетнаме. Ложь Макнамары и генералов убила сотни тысяч американцев. В Афганистане ложные отчеты, ну не только американцев, там еще и вьетнамцев. В Афганистане ложные отчеты на протяжении 20 лет. В Ираке ложь про боеготовность и реформы армии. Дорогие мои, это еще не все, поэтому кофеечек. Это системная ложь. Украинские элиты поняли схему и используют ее лучше всех предыдущих. Украина превратилась, вот видите, откуда черпает Зеленский знания и понимание ситуации, как раз от трех предыдущих, то есть от Ирака, Афгана и, соответственно, Вьетнама. Они черпают оттуда, как натягивать американцев. А американцы с приходом Трампа переваливают все, конечно же, на европейцев. Типа вы деритесь, вы спонсируете. Все, мы типа оттянули свою часть, теперь ваши дальше. А Европа не может. У Европы не хватает ни денег, ничего, ни единства даже в этом. Украина превратилась в идеальный механизм для выкачивания западных денег, имитации войны, отчетности, картинки для СМИ. Все также подтверждается. Это эволюция того, что делали сайгоновские генералы, афганские полевые командиры, иракские губернаторы. Но Украина делает это в 10 раз эффективнее, потому что Запад уже потерял институциональную память. CNN и New York Times готовы транслировать любую линию. Европейцы панически боятся выглядеть слабыми. США не могут признать провал до выборов. Армия Украины не их армия, а расходный материал. Вот только поэтому украинские элиты имеют Запад по полной. Окей, дорогие мои, теперь переходим еще к более интересным фактам. Что это начало бегства и конца. Куда бежали элиты из Вьетнама, Афганистана и Ирака? Первое. Южный Вьетнам, 1975 год. Когда Сайгон пал, все руководство, президент Нгуен Ван Цхеу, премьер Чан Ван Хюнг, генералы и министры улетели в США. Часть через Филиппины, часть напрямую американскими бортами. Америка вывезла 135 тысяч человек элиты Южного Вьетнама в рамках операции Frequent Wind. Где они жили после? В основном в Калифорнии, Вирджиния, Техас. Заняли там элитные районы. Все сбежали в США. Второй. Афган. 21 год. Когда Кабул рухнул, элиты сделали то же самое.
Президент Ашраф Гани сбежал в Арабские Эмираты, после этого перебрался в США под прикрытием афганской диаспоры. Его брат в США, большая часть министров в США, Канада, Германия, командиры армии США, Катар, Германия. США вывезли оттуда 122 тысячи человек. Элита, родственники, силовики. Поехали. Ирак. 2014 год. Правительство Малики. Крах армии. После того, как ИГИЛ захватил Мосул, губернатор Ниневии Атиль Аль-Нуаджафи, я не знаю, может правильно, сбежал в Турцию, затем в США. Генералы Мосульского гарнизона в США и Иорданию. Крупные чиновники США, Великобританию, ОАЭ. Часть элиты жила в США еще до краха фронта. Теперь где у нас Зеленский бегает? Он же не вот с этим вот Миндичгейтом, он же не возвращается в Украину, потому что, опять же, вы слушали новости, да, у нас там недвусмысленные слова Коломойского, который сказал, что скоро Наполеона не будет, потому что в Украине сейчас очень много людей, которые хотят этого Наполеона отправить на остров этот Свободы, или куда его там отправили, гнить от трипера. Вот. Или сифилиса, от чего он там? От сифилиса, по-моему, умер, да, насколько я помню. И Елену туда, его же, на этот остров, чтобы они вдвоем там отгнивали. Но гнить ему не дадут, как говорил Коломойский. Он сказал, что он его в клетку посадит и покатает по Украине. Покажет его всем, эту дичь, которая просто убила очень просто огромное количество славянской крови. Славянской крови, дорогие мои. Да и не только. И я потом уже после войны покажу кадры, шокирующие кадры для вас, кто уходил из Украины. И эти люди будут рассказывать вам интересные истории. Пока не могу, пока суд, дорогие мои. Но хочу вам сказать, что вот языком истории я вам рассказываю, что мы подошли уже к тому, что уже, говорится, точка невозврата пройдена. Не все верещат. И Стерненко верещит об этом, который тоже убежит. И там потужно где-то в Европе скрываться. Я не знаю, где ему место будет. В Украине под прикрытием СБУ, да, у него есть место. Потому что СБУ управляется как раз нациками. И нацики крышуют нациков. Уверен, что у него даже есть корочка СБУ. Потому что все те, кто на меня нападали, у них есть корочки СБУ. Все, абсолютно. Когда в 23-м году было покушение. И остальные, Зеленский не возвращается. Там дело Коломойского, вы знаете. Умеров где-то непонятно где. Один, по-моему, Ермак остался в Украине. Кучмы и не было в Украине. Он где-то, по-моему, или в Монако, или в Арабских Эмиратах тусит он. Элиты нет в Украине. Вот получит или во все тяжкие, да, и вот из-за того Ивана получат те, кто прислуживали. Это ТЦКшники, это командиры, да, это там, генералы, это высшие чины полицейских, да, Национальной гвардии, СБУшники, которые также сбегут в Европу. Мы подошли уже к этому, потому что я же говорил, что Россия растянула им, знаете, какой-то на морде кожу, так что аж глаза начинают вылазить. А они все на бумагах. Вот откуда вам статистика, которую они не хотят признавать. Бабок не получат от США и от Европы, если они будут писать, что там прорвали или там прорвали. Потому что те скажут, давайте заканчиваем этот проект, потому что ни к чему он не приведет. Так что, дорогие мои, очень радостная новость на самом деле, что мы подошли к точке невозврата. Это офигенная новость. И понятно, что сейчас я готовлю новости, именно новости. И буду, знаете, как это, хроники прохождения точки невозврата читать. Подписываемся, кто не подписан, дорогие мои. Обязательно пьем кофе. И я вас всех обнял.